За один день, за неделю, за месяц, за год ты не научишься торговать. Всех там перебрили, Спасибо тебе, фондовый рынок. а потом уже, ой, а тут дроп. Пора переходить в криптовалюту. Эта площадка скамит. Быстрых денег не бывает. Как его пропустили? И на фондовый рынок, и в криптовалюту. Как это вообще, отслеживается? Большое количество людей сохранили от скама, А зачем столько на тоне мемпадов, ланчпадов? поэтому очень многие проекты бреются. Я вижу свечи, а на тоне я даже не вижу зеленых свечей. Ты можешь сжечь эти токены. Ты должен 2 дня нон-стоп тыкать, чтобы получить $3. У нас надежда, то, что тон будет по 20. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, с вами Сергей, и сегодня мы начинаем подкасты. Сегодня у меня первый гость, это типичный инвестор, Эдуард. Привет-привет. Хотел с тобой познакомиться, пообщаться. Знаю, ты еще пока в паблик, так сказать, не выходил, и подписчики мало о тебе знают. Да. Поэтому хотелось бы узнать, во-первых, про бэкграунд. Да, пожалуйста. Всем привет. Типичный инвестор Эдуард. Все меня уже, многие, точнее, меня уже знают. Да, я веду телеграм-канал, также веду YouTube-канал «Типичный инвестор». Ну, что сказать, то есть все как обычно, да, как люди приходят в крипту, сначала они работают на обычной работе, получают какую-то определенную зарплату, достигают какого-то уровня, приходят домой и в интернете начинают искать дополнительный какой-то заработок, потому что им хочется что-то познать новое. Ну, то есть у меня произошло примерно то же самое, то есть ты ищешь что-то новое интересное, появляются интересные социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, и, конечно, ты понимаешь то, что там есть люди, там есть трафик, и там можно заработать денег. Поэтому как только мой заработок превысил ту же самую сумму, которую я получал, допустим, на своей обычной работе, я просто уволился и начал работать в интернете, заниматься арбитраж трафиком, то есть, грубо говоря, покупать трафик дешевле и направлять его на какие-то различные офферы, товары, да, перепродавать этот трафик. Стал зарабатывать таким образом, ну и постепенно, как только накопилась определенная сумма, хотелось ее как-то увеличивать, инвестировать и так далее, появился фондовый рынок, появилось много приложений, где ты можешь легко купить какую-то акцию. Вот, то есть ты приходишь сначала на фондовый рынок, на фондовом рынке тебе становится скучно, потому что ты также продолжаешь сидеть в интернете и понимать то, что фондовый рынок не движется, а где-то там какая-то криптовалюта выросла на 1000%. Да, и ты просто приходишь в крипту. Вот в целом примерно так. Вот ты сказал, работал на обычных работах. А вот кто по специальности ты был? Вот просто интересно, вот бэкграунд. Юрист-экономист. То есть я закончил, да, экономический, юридический одновременно, то есть школу заканчивал с техникумом, вместе одновременно попал на второй курс института, и потом просто сначала на юридическом учился, а потом мне показалось это немного скучным, и на последнем курсе я перешел просто на экономический факультет и закончил. А когда у тебя случилось вот первое касание с криптовалютой именно? Вот ты завел кошелек, попробовал там биткоин или что это вообще было? Да, это, кстати говоря, даже было в Телеграме, были уже боты создавались, ну, как криптобиржи, скажем так, да, где ты мог обменять что-то, да, как P2P, и получить какую-то крипту. Также создавали там кошельки различные, да, то есть уже достаточно много было кошельков в сети, в принципе, да. Как это произошло в общем, да, то есть когда помимо трафика, да, когда я занимался арбитражом трафика и направлял трафик на различные товары, мне стало заинтересовывать, а как это, да, люди там что-то продают, какие-то товары, услуги. Мне захотелось тоже открыть какой-то там свой магазинчик в Инстаграме, да, и я начал заниматься какой-то одеждой и так далее. Соответственно, как ты будешь принимать оплату? Ну, очень все просто, да, то есть человек тебе переводил либо просто деньги на карту, либо ты наложенным платежом что-то отправлял, но также и пришла и крипта, да, то есть некоторым было интереснее там направить какую-то криптовалюту, потому что у него был биткоин или догикоин, да, он направил тебе, а ты ему просто отправлял товар. То есть даже вот до такой степени доходил. Да, то есть ты уже за какую-то определенную услугу принимал биткоин или тот же самый эфир и догикоин, в том числе, когда он стоил вообще гроши, потому что люди его там майнили и получали, да, абсолютно легко и бесплатно, и тебе говорили, а может быть ты возьмешь догикоином? Ну, за какую-то сферу услуг, неважно, да, там, за рекламу, за трафик, который ты можешь сделать, или за какой-то товар, они оплачивали криптой. То есть вот так ты уже получил крипту. То есть я помню эфир по $128, допустим. $126-128, и мне казалось, что ой-ой-ой, это очень много, надо быстрее его продавать, надо быстрее получить доллар, надо быстрее получить рубль, да, потому что все сейчас рухнет, упадет. И также и с биткоином я помню, то есть я принимал биткоин, ну, то есть биткоин у меня уже находился, то есть я покупал биткоин, обменивал его и так далее в пределах там $3000.
То есть это примерно середина 2017 года. Да, да, то есть вот активно и проверяя кошельки, которые у тебя были в Телеграме, эти несколько уже кошельков и бирж, они закрылись, да, со временем, но все же, когда ты проверяешь эти истории, ты понимаешь, что у тебя на одном кошельке там могло быть там 17 биткоинов, да, оборотка еще где-то, да, и когда ты видишь, когда ты уже пережил бычку, медвежку, и ты просто понимаешь, что ты когда-то был недавно там условно миллионером, да, вот, а ты крутил таким биткоином. До сих пор есть скриншоты, до сих пор есть у меня эти боты, где я могу зайти, да, и показать, что там у меня были. Ну, а ты их вывел или они просто заморозились там? Не, тебя не кинули? это была как оборотка. То есть они были, да, я их обменивал, пытался разными способами как-то их вывести, обналичить, фиат и так далее, да, перевести в какой-то там, допустим, в стейблкоин, оплатить какие-то еще услуги. То есть я пользовался постоянно криптой, да, и, конечно же, какую-то часть выводил в фиат. Вот и все. То есть я не представлял такой огромной ценности в биткоине, или в эфире, или в какой-то другой криптовалюте до тех пор, пока я не попал на фондовый рынок, да, и после фондового рынка не попал именно в крипту, в инвестиции, фьючи, как все и так далее. На фондовом рынке, вот расскажи поподробнее про фондовый рынок. Куда ты инвестировал? Это было, наверное, после коронадампа? Да. Вот что-то такое, потому что многие пошли прям в инвестиции, Все прям верно. на каждом шагу были инвестируй. Да, было на каждом шагу инвестирую, потому что действительно в тот момент это был просто дамп конкретный по всем рынкам. И, наверное, если посмотреть, то это было лучшее время для захода по-крупному. И на фондовый рынок, и в криптовалюту. Ну, ты тогда зашел куда-то вот Да, то на есть, лоях, так сказать? скажем так, то, что, естественно, так как ты уже в интернете давно, в Телеграме давно, у тебя уже есть определенные чаты, определенные общества, с которым ты общаешься, с комьюнити, и, естественно, посоветоваться, да, какие акции брать и так далее. Подсказали, ты взял просто несколько акций, там, допустим, авиакомпаний, нефти, да, то есть там часть российских компаний, часть европейских компаний, и все, да, то есть ты приумножил, допустим, свой определенный капитал еще на x2, когда биткоин уже сделал там десяток, да, каких-то определенных иксов, вот, ты понимаешь, так, спасибо тебе, фондовый рынок, пора переходить в криптовалюту. А ты как, перешел полностью, то есть ты закрыл все позиции на фондовом рынке, ты успел до того, как санкции ввели? Да, конечно. есть, Да, успел, я да? это успел сделать, да. Причем получилось так, что я уже даже не смотрел, какие там иксы, не иксы. Мне главное было собрать побольше денег для того, чтобы перейти на крипту. А на крипту с фонды ты переходил, ведь они примерно параллельно росли. Да. Соответственно, ты переливался во что-то определенное, оно же тоже подросло. Вот во что ты переливался? Биткоин, эфир, BNB. Мгм. И, ну, как бы та альта, которая выходила новая, тоже постарался участвовать, потом старался принимать в каких-то пресейлах закрытых, да, участие, где-то получалось, где-то не давали какую-то локацию, то есть было сложно. Понятное дело, что ты действительно и получил определенные иксы именно на спотовом рынке, но когда стало скучно, все куда идут? Все Фьючи. правильно. Да. Как любой новичок, он делает каким образом? Он приходит, потому что ему, допустим, сказали. Вот ему сказали то, что вот на этой криптовалюте можно поднять денег. Он приходит на рынок, приобретает эту криптовалюту и сидит и ждет. Да? Каждые 5 минут он мониторит график и не понимает, почему он не растет. Или не понимает, почему именно когда он купил, он упал. Да? Вот. Он, допустим, там зашел на $100, у него стало 80, он продает, и актив улетает без него. Он понимает, что, блин, у меня же было $100, да, и пытается купить что... И этот же актив его тоже может повредить. Только все потому что люди не совсем понимают, как работает этот рынок, они не могут ждать, у них нет терпения, они хотят быстрых иксов. И из-за того, что люди хотят быстрых иксов, они приходят на фьючи. Потому что когда у нас приходит бычий рынок, и ты это прекрасно знаешь, то что у нас сразу же появляется куча тысяч экспертов. И почему-то все эти тысячи экспертов пропадают на медвежьем рынке, и остаются, да, там, десяток каналов интересных, которые продолжают свою работу даже на медвежьем рынке и прекрасно зарабатывают на нем, да, потому что люди действительно профессионалы, которые не первый год на рынке, изучали этот рынок, вот, да, потому что быстро ничего не получится. То есть за один день, за неделю, за месяц, за год ты не научишься торговать. И тебе нужно потратить огромное количество времени, чтобы ты просто изучил этот рынок, да, экономику, макроэкономику, политику и так далее, и так далее. То есть во всем нужно разбираться. 24/7 нужно быть у монитора, на новостях, в техническом анализе шарить, разбираться, ну, как бы вообще в целом в рынке, да. И если у тебя есть на это время, то любой трейдер, он 24/7 сидит, да.
Соответственно, я этот путь прошел, да, то есть то же самое, купил какую-то криптовалюту, она подросла, я также ее продавал раньше времени, то есть либо ты не досидел, либо пересидел, да, есть такое на рынке. Вот, соответственно, мне также становилось скучно, ты начинаешь искать дальше интересную информацию. Кстати говоря, на тот момент, когда я переходил, допустим, в криптовалюту, у меня еще не было каких-то закрытых интересных приватных чатов по крипте. Мгм. Да, я не сидел ни с какими трейдерами, то есть я изучал информацию, получал просто вот извне. YouTube, в каких-то чатах А там, да. какие блогеры, вот на каких ты был подписан в тот момент? Вот откуда черпал первую информацию? Честно, вот сейчас прям навскидку я даже... Там, знаешь, многие там Рафаэль, Слезы Сатоши, например, Да, смотрел. да, и слезы Сатоши, и еще Эванс Крипто, или как-то так вот Мгм. назывался, да, то есть Кирилл Эванс, да. Мгм. Вот, и ты на всех это подпишешь, и несколько американцев, да, Мгм. вот этих молодых ребят, был подписан действительно на нескольких СНГ, да, Мгм. блогеров. Но ты чисто смотрел как обзоры, то есть они, в принципе, не давали тебе конкретных каких-то сигналов. Но они могут подсветить информацию, которую ты можешь дальше Да, то исследовать. есть они делали какой-то определенный обзор, понятное дело, ты обалдевал от сумм, которых они там прокручивают, понятное дело, у них, может быть, где-то были коллаборации, где-то еще что-то, вот, но когда ты смотрел, допустим, на того же самого Кирилла, да, и он как показывал там 100 тысяч долларов сюда, 500 тысяч долларов сюда, и ты думаешь, о, вот оно как, да? Что я здесь делаю, да? Да. Но в любом случае информации было мало. Вот конкретно то, что сейчас, это просто, ну, раздолье, да, то есть столько приват-чатов, столько всего интересного, то есть ты где можешь получить какой-то инсайт интересный, да, зайти первым там, я не знаю, в какое-то приложение или в какую-то криптовалюту. Раньше такого особо не было. То есть это, возможно, были чаты, но Твиттер, да, в основном мы черпали какую-то информацию из Твиттера, но, опять же, там же не было какого-то чата, да, где ты можешь быстро в онлайне Ну, решить. тогда были, знаешь, были приватки, просто туда было сложнее попасть. Да, было сложнее И попасть. как бы нужно было знать людей больше по нетворку, то есть там были также закрытые Да, чаты, ну, но как бы простым людям так просто в них не попасть, вот, то есть, да, я говорю со стороны да. простого человека, да, который просто вот пришел в крипту. Естественно, ты понимаешь, так, ну, у тебя все-таки есть какой-то капитал, ты можешь часть держать в инвестициях, да, в крепких каких-то определенных там крипте, там биткоин, эфир, вот BNB подрастает там и так далее. То есть BNB я даже помню по $25. Мгм. То есть уже стал даже находить, кстати, очень много ребят, кто занимался арбитражом трафика, да, то, что я тебе вот рассказывал, не арбитраж, как сейчас Мгм. купил там подешевле, здесь продал подороже. Это не арбитраж криптовалюты, это именно арбитраж трафика. Вот, когда ты покупаешь также трафик дешевле, продаешь его дороже. Эти же ребята тоже уходили в крипту. Они раньше уходили, ты через них познавал какие-то вещи, и они уже показывали, вот я купил там такую-то криптовалюту, такую-то. Вот, и ты уже хоть как-то питал какую-то информацию. В любом случае, так или иначе, когда тебе становится где-то скучно, ты идешь на более высокорискованные инструменты, такие как фьючи, да, Мгм. фьючерный рынок. И там все по психологии. То есть либо тебе повезло один раз, ты заработал свои 10-20 долларов, 50-100, думаешь, все, ты молодец, ты теперь понял, как это все работает, ты уже знаешь полностью технический анализ, все, нарисовал. То есть у меня даже до сих пор графики, да, на TradingView до сих пор разрисованы с тех годов, и я смотрю сейчас по ним же, да, то есть я ничего не меняю, то есть я по этим же уровням ходит очень много крипта, да, то есть когда ты разрисовал. Так вот, ты заходишь на фьючи, и все очень просто, ты получаешь какие-то определенные иксы, потом тебе рынок бреет, наказывает, учит, и ты понимаешь, так, ну подожди, у меня было 100 долларов, потом я вижу на экране 500 долларов, и у тебя в голове, и когда начинает опять, да, это все опускаться, ты думаешь, подожди, как, ну у меня только что было 500 долларов, а теперь 400, теперь 300, теперь 250, и все под ноль. Вот, вот так работает, в принципе, психология. Люди приходят сначала со 100 долларами инвестировать, потом их бреют, и, как правило, когда по-крупному бреют, человек пропадает, ну, года на 2, на 3, на 4, то есть именно он пропускает и бычий рынок, и весь медвежий рынок, и не все возвращаются обратно. Соответственно, эти моменты я уже пережил, да, то есть когда У тебя ты... были вот эти эмоциональные качели, вот ты ловил какие-нибудь вот прям потери, что ты прям, не знаю, спать не можешь или что-то такое, то есть были Ну, ли конечно, такие разочарование ситуации? было в любом случае, то, что у тебя был определенный капитал, ты очень хорошо рос, да, потому что одни деньги были честно заработаны, да, ты их Мгм. приумножил, потом ты пришел в криптовалюту, чтобы их приумножить, ты полностью обнуляешься. То есть у тебя было обнуление, Конечно, то есть конечно. ты именно на фьючах Да, ликвиднулся, то да. есть вот. Было обнуление, то есть я не буду называть суммы, Мгм. да, чтобы никого не смущать, но, скажем так, то, что
суммы кратно большие были, Мгм. там, да, и ты думал, что все, ты властелин, и наконец-таки вот эти блогеры, про которых ты смотрел, ты также скоро будешь записывать 100 тысяч туда, 50 тысяч туда, вот, но, к сожалению, да, ты обнуляешься, потому что ты заигрываешься, потому что это все-таки казино, ты ни о каких рисках не думаешь уже, ты просто думаешь, что в какую-либо ты не зашел крипту, сейчас ты их санешь, все. Ты полностью обнуляешься, такой в ступоре, думаешь, жизнь закончена, все, что делать дальше. Но все равно у тебя же остается еще и прошлый, скажем так, бэкграунд. Ты знаешь, как заработать эти деньги. Ты возвращаешься назад, откатываешься, руки не опускаешь, зарабатываешь, возвращаешься обратно. Но уже, конечно, с определенным опытом, не с такими рисками, и ты начинаешь, да. А вот по мере того, как рос капитал, вот многие просто совершают такую вот ошибку, совершал ли ты ее? То есть, когда ты депозит раскачиваешь, у тебя там он кратно Мгм, растет, мгм. растет, растет, и даже чуть-чуть не выводишь. Вот ты выводил что-нибудь, улучшал Обязательно. свою жизнь? То есть, Обязательно. То есть это нужно делать обязательно, потому что человек должен выводить фиат, радовать себя там, покупками, свою жену, семью и так далее, чтобы ты видел этот результат, и это тебя мотивирует, чтобы ты дальше также в таком же, скажем так, стиле работал, да, со всеми рисками. Ну, в общем, с головой, да, к этому подходил. То есть у тебя есть мотивация, но ты в то же время не торопишься, да, потому что у тебя уже есть определенный опыт, что быстрых денег не бывает. Вот. То есть, конечно, ты выводишь, и это круто. Когда ты можешь там, допустим, многие это там, да, вывел, пошел, купил себе там новый iPhone или мгм. машину, или Ну, сначала с путевку. мелочей начинается, как бы что-то Конечно, по конечно. мелочи, а потом, когда ты ликвидировался, ты можешь взять вещи, говоришь там, я ее купил за крипту. То есть, в Да, принципе, я да, в да. плюсе. Да, то есть... Даже если у тебя баланс Мгм. уже ноль. Да, нет, то есть просто, допустим, если фьючи взять, это действительно крутой инструмент, когда ты умеешь им работать. И он помогает хеджировать какие-то определенные риски, если ты там, допустим, какие-то займы берешь да, на биржах. Вот. Либо ты ну, по крайней мере, не на всю котлету там заходишь, да, и ты знаешь, что вот ты можешь выделить определенный процент, там несколько процентов от твоего депозита основного, вот, чтобы поднять себе на чашку кофе, почему нет? Да, но чисто как трейдинг, к сожалению, это не мое. То есть я не могу 24/7 сидеть за этими графиками, следить, постоянно торговать, постоянно быть в рынке. То есть мне проще взять какой-то актив, приобрести его и держать. Опять же, да, у инвестиций есть тоже свои определенные моменты. Купить – это одно, да, то есть тебе страшно купить, а потом тебе страшно продать, потому что ты не понимаешь, когда это нужно сделать, а это тоже нужно делать. Обязательно фиксировать свою прибыль, выводить свое тело, лесенкой как-то, и лесенкой и заходить в актив, да, потому что никто никогда не знает, где дно, и никто никогда не знает, какой будет верх, какая будет там, да. А вот исходя из всего опыта, ты уже сформировал себе личную какую-то стратегию, как вот ты действуешь? Можешь ли ты поделиться? Ну, Именно на спотовых мгм, инвестициях, вот мгм. когда купил, ждешь что-то? Ну, во-первых, мы сейчас уже берем фундаментальные, да, определенные монеты, которые есть на рынке, то есть биткоин, эфир, он всегда, да. Вот есть одна стратегия, и все думают, что она не работает, а на самом деле работает. Допустим, такая стратегия, как откладывать с любой зарплаты, там по $100 покупаешь любой этот актив. Это действительно работает, и за несколько лет ты видишь действительно прибыль. Да, она не будет такой большой и быстрой, но она стабильная. То есть ты просто покупаешь актив по любой цене. Какой бы он ни был, просто на $100 купил этот актив и откладываешь И его. ты ее придерживаешься? Да, да, Просто да. это, ну, довольно сложно на самом деле. Не, То есть это, многие... это сложно, но если у тебя есть какой-то актив, ты, по крайней мере, ты сейчас на просадках, да, покупаешь. У тебя Мгм. есть уже какой-то актив определенный, ты его хранишь и просто на просадках его покупаешь. Все. Мгм. Но в любом случае сейчас, когда у тебя есть с разных мест там какие-то дропы, не дропы, еще что-то, да, ты и не трогаешь, да, основной свой актив, как-то, чтобы выводить его в А фиат и так участвовал далее. ли ты вот в дропах, как раз-таки И вот, арбитрум, вот, кстати, оптимизм, кстати, вот как? кстати говоря, мы сейчас как раз про дропы поговорим. Раньше у нас были, допустим, какие инструменты? Допустим, выходил какой-то кошелек, новый, да, от какой-то команды. Мы ничего не знали абсолютно. Нас приглашали, говорят, вот новый кошелек, ты можешь поучаствовать. Возможно, ты что-то получишь. Но мы не знали ничего, что там нужно было делать. Единственное, все, что нужно было делать, допустим, закинуть туда $300-500, сделать какие-то обмены, транзакции, купить непонятную крипту, и непонятно, сколько времени ждать и что это нужно. И мы каждый день ежедневно делали свопы, обмены, транзакции и так далее, и так далее. И через 3-4 месяца, допустим, ну, там, я не знаю, какой-нибудь там кошелек, там, Радуга, да, вот этот, или... Я такой даже не слышал. Да, ну, то есть, ну, это я так, да, его Ага. называю. В общем, неважно, да, то есть мы не знали, что нам нужно конкретно делать, чтобы получить дроп, и вообще, получим ли мы дроп.
опять же, да. Вот. Ты проделываешь какие-то определенные операции, потом раз, и у тебя появляется на кошельке в какой-то момент какая-то крипта, которая до листинга, допустим, практически ничего не стоит. Кто-то ее сливает сразу и думает, что это мелочи, а кто-то, допустим, там подождал полгодика, да, там до альт-сезона, и это все взлетает, и ты обалдеваешь, да, то, что у тебя было там $50, стало $1000 с того ни с сего. При этом ты все равно вделал свои вложения, все равно тебе нужны были 100, 200, $300 для того, чтобы получить этот дроп. Ну да, Вот так, на комиссию, то да, есть там так все работали расходится. дропы. То есть по-другому это никак. Все равно ты делал какие-то определенные вложения. Не только ты подписывался на какие-то там социальные сети, а ты производил ончейн действия в любом случае. Ну, сейчас как будто уже тема дропов подумерла, потому что все туда пошли, там настроили своих ферм, и уже там такое количество, что Конечно, да, там уже, уже там те же Scroll сейчас вот там выходил, все недовольны, там Layer Zero, Zakasync, ну, Starknet, там всех там перебрили. Вот, ну там не так много людей уже сейчас, к заработало. сожалению, да. Сейчас последние дропы, которые были, они уже, к сожалению, не так Ну, даже интересны. слишком много уже людей туда просто пришло, а тогда мы там, так сказать, просто в удовольствие там арбитрум куда-то погоняли, а потом уже, ой, а тут дроп Да, пришел. либо, допустим, на Траствале, да, Да, вот тоже было очень интересно, да, когда люди получили монеты, и кто-то просто зарегистрировался, получил $100. Просто вот ты просто открыл да, кошелек, у тебя уже есть $100. Те люди, которые произвели там определенные действия, они заработали от 1000 и выше. да. Естественно, имеется в виду, это в альт-сезон, конечно, произошло рост когда, но я имею в виду, да, там кто-то получил 100 монеток, а кто-то 1000, да, этих А у меня монет. были знакомые, да, там, я помню, вот мне показывали, вот смотри, я 2500 TVT получил. Да, Просто он да, что-то да, там да. сделал, но он даже ничего не платил, Все там, верно. вот, Вот. То есть получил, это потом было радовался. интересно, это Да, тоже было интересно, это было круто, когда ты с того ни с сего просто получал такие дропы. Сейчас такого нету, именно, да, Web 2, так сказать. Вот, но есть что-то интереснее. А как начался канал «Типичный инвестор» и почему он так называется? Да, типичный, просто обычный инвестор. Ничего здесь, да, необычного нету. Да. Вот, то есть когда-то хотелось создать тоже канал, вести там по определенной тематике, когда еще были у нас хай-риски, пирамиды или еще что-то, было тоже интересно. Я решил канал назвать «Типичный инвестор», но так и не стал выкладывать никакие ролики. Вот, да, то есть не вышел из зоны комфорта. Ну, может быть, не вырос, мало опыта было. Вот, то есть название «Типичный инвестор», оно уже существует давно. Да. Я решил его так оставить, потому что сам дизайн канала и так далее, он был уже готов давно. Да? Мгм. Вот. И поэтому я не стал ничего менять. Вот. И как только у нас появился ноткоин, Ну да, вот переходим к ноткоину. Соответственно, ты заходил в бету или как? нет, я не заходил в бету, но я уже общался с ребятами, которые начали заходить в бету, и уже шли разговоры по поводу, что это будет просто феномен и масс adoption, и это будет круто. Я не знаю, откуда такая информация у них была, но в любом случае уже какие-то намеки были на то, что это просто будет взрыв. Ну, собственно, он и произошел. То есть я уже где-то участвовал не в бета, а уже где-то практически месяц, ну, да, может быть, там недели 2-3 я уже участвовал в ноткоине, когда он уже стартанул, то есть мы все это дело тапаем. А у тебя в тот момент уже был канал, сколько там было подписчиков? Вот, или Вообще ноль. вообще ноль, да? То Все есть, было по мгм. нулям. Я сам играю в ноткоин, я вовлекаю семью, на всех телефонах у нас этот ноткоин, мы Мгм. его тапаем, ко мне подходит и говорит, что там, папа, что ты делаешь, да, ты там сошел с ума, там, что за игры, я говорю, все будет хорошо, ты кому-то, какому-то дяде зарабатываешь монетки, и тебе ничего не дадут. В принципе, это преследовало не только меня, да, там всем это говорили, ты что, дурак, что ты делаешь, что там тапаешь, вот, но в этот момент у меня появилась мысль-то следующая, что я вижу то, что начинает набирать обороты этот ноткоин, очень много людей вовлекается в эту всю историю, и я понимаю то, что очень много людей вовлекается извне простых, обычных, те, которые никогда не были в крипте. И я понимаю то, что сейчас они придут в крипту, обязательно столкнутся с теми ошибками и проблемами, которые столкнулся я, их обязательно побреют, а они ничего не знают. Ну, то есть в этот момент у меня внутри появилось такое ощущение, что я должен этим людям помочь. Да, то есть я создам канал, я буду записывать видеоролики. Во-первых, ноткоин чем был интересен? Это как загадка. Каждый день
это загадка. Каждый день ты расшифровываешь что-то новое, какой-то шифр, да, который тебе послал разработчик. И это было круто, интересно, это вдохновляло. Просто это было классно в этом участвовать. И хотелось создать свое какое-то небольшое комьюнити, человек 150, может быть, да, и где мы будем общаться, играть в этот ноткоин, и потихоньку буду людям рассказывать, объяснять, что такое крипта, что такое блокчейн, что такое кошелек, как с этим работать, что такое тон, там, ну и так далее, да, чтобы люди были более опытными, и не произошло следующее, что когда ноткоин им выдаст деньги, они уйдут на биржи, попадут на фьючи, и просто будет полное разочарование. Вот, то есть после этого я создал канал. То есть канал уже был создан именно на Ютубе. То есть я создал канал в Телеграме. Да, записал первый видеоролик по ноткоину, и ко мне пришли первые 10-20, там, может быть, 50 человек, с которыми мы начали. То есть у тебя в ноткоине, получается, вот в первой реферальной системе было не так уж много людей. Можно сказать, что у меня их не было вообще. Вот в этом-то весь и смысл, да, был то, что я открывал этот канал не ради рефералов, а действительно была цель, которой я придерживаюсь и сейчас, да, чтобы помогать новичкам. Все. То есть другой какой-то цели нет, а все остальное – это бумеранг. То есть ты делаешь добро, добро к тебе возвращается в виде количества подписчиков, в виде того, что ты меня пригласил на подкаст и так далее. Это просто тот бумеранг, ту работу, которую я проделывал. Это примерно было где-то конец января, начало февраля. Ну, я говорю это с января месяца, потому что ноткоин, да, у нас с января месяца. То есть 10 месяцев именно такая атмосфера поддерживается в чате, что приходят новички, задают любые абсолютно нам вопросы, и мы уже, конечно же, не я один, как раньше, 24/7, общался с людьми и в личке, и в чате, и так далее. Это было сумасшествие, но мне доставляло это удовольствие, то, что я обучаю человека, он становится более опытный, да, и мы уже на одной волне с ним общаемся. То есть это было круто, а сейчас происходит следующим образом, то, что люди новенькие приходят, и уже старички, которые из чата, они начинают их обучать и так далее. То есть вот таким образом это происходит. А вот смотри, когда ноткоин вот закончил свою фазу тапания, появлялись аналоги. То есть пошли аналоги, образовалась такая пауза до листинга ноткоина. Да. Я просто именно свои блоги начал вести только вот в феврале, тоже так вот с нуля. И у меня уже как бы ноткоин уже, грубо говоря, завершил свою фазу, завершал. У меня там тоже мало рефералов было тогда. Вот. И я также просто, как бы вся семья на подряде, все там тапают, как бы, чтобы потом что-то получить из этого. И потом начинается следующее, что именно на тоне начинается, во-первых, новые аналоги появляются, мы туда только заходим, а во-вторых, появляются пресейлы мемкоинов. Да. Вот расскажи, участвовал ли ты в пресейлах мемкоинов, типа там Дурев или еще какие? То есть на Тон Раффлс площадка была, может? Да, на Тон Раффлс мы тоже участвовали. Значит, ноткоин – это феномен. Да. Все, точка. Да. Мы ждем листинга. Люди многие грустят, то, что он закончился. Естественно, у меня, кстати, набралось намного больше подписчиков. И еще раз повторюсь, то, что у меня рефералов не так уж много было. То есть, наверное, потому что крупные каналы уже забрали определенную свою аудиторию. Да. Я с ними не соревновался, мне это было неинтересно. Мне интересно было только мое комьюнити, больше никто. Вот, поэтому, может быть, у меня, я не буду врать, но с моими аккаунтами, может быть, человек 150. Вот в целом, да, то есть практически вот это, и причем под конец. И то люди меня просто поддержали, сказали, ну как там, как же ты без своего сквада, без всего, давай мы хотя бы подпишемся, зайдем, потому что ты нам помог и так далее. Соответственно, да, конечно, когда закончилась эта фаза майнинга, и мы ждали некоторое время листинга ноткоина, стали появляться куча разных таплок, ну не куча, а стали развиваться несколько уже площадок, где запускались мемы, NFT, да, то есть мы это все потихоньку изучаем вместе, да, с ребятами. Мы участвовали, соответственно, вообще в активностях на Тон Раффлс, которые они предоставляли от своих ботов, и люди уже потихоньку начали там зарабатывать, да, какие-то небольшие деньги, да, там 1, 2, 3, 5 тонн они стали зарабатывать, да. То есть были активности. То же самое, подпишись, еще какие-то вещи, да, ну, чисто социалки какие-то ты делаешь, никаких ончейн операций не нужно было производить. Хотя потом уже стали и ончейн, то есть ты должен был держать их токен, например, и они тебе как-то это насыпали. То есть в целом, пока мы ждали ноткоин, мы уже тоже потихоньку люди стали уже получать свой первый доллар, свою Я просто крипту. Вот еще заметил на Тон Раффлс, там пошли когда мемы, запуск вот мемов, и был этот Пипитон, один из первых появился. Да. И вот люди понесли туда деньги, я заметил, что приток новой ликвидности, он существенный. То есть после ноткоина даже те, кто не участвовал в ноткоине,
ноткоине, они достали свои деньги, такие, а куда тут еще как бы засунуть, чтобы получить Все верно. прибыль? Да. И пошли на эти вот пресейлы, и я вот наблюдал, как снижается ликвидность из-за того, что эти мемы ничего толком не дают. Вот Правильно. ты сталкивался ли с этим? Все верно. То есть мы сейчас говорим про успех, разочарование людей и так далее. Именно вот после вот период, когда ноткоин только закончился, тапалки новые, там типа Блума и прочего, они еще только в зародыше, они явно сейчас не будут раздавать. Люди пошли на пресейлы, мемкоины, вот это вот тестировать это все. Да, и они начали разочаровываться в этих вот пресейлах. Я берег свое комьюнити и берегу до сих пор. Значит, мы, так как я понял, что это новички люди, и сразу их тащить на какие-то мемы, тем более, да, высокорискованные активы, не стоит. Потому что они просто могут вляпаться, побриться, разочароваться и просто пропасть с этого рынка. Поэтому мы старались участвовать и рассматривать проекты, также какие-то разные приложения, игры, тапалки там и так далее, потому что вместе с ноткоином там как раз-таки появился Hot Wallet, TapSwap, появились там осьминоги или как там, да, вот, то есть, в общем, разные тапалки стали появляться, мы стали в них также участвовать. Соответственно, опять же, да, людям я помогал до той степени, что даже кидал крипту, чтобы они какие-то транзакции делали даже на том же Hot Wallet, то есть NIR, потому что, ну, представь, да, людей нужно было обучать. Это настолько новички ребята были, что ты их не то что обучал, да, там, каким-то, ну, рассказывая про блокчейн или еще что-то, да ты обучал до той степени, что как саппорт выступал к каждому приложению. Как запустить, куда кнопочку нажать, нарисовал стрелочку, потом пришел кошелек, что такое сид-фраза, а чем отличается Telegram Wallet от ToneSpace, почему ToneSpace бета, да, и ты начинаешь, то есть вроде бы вопрос, который решался за 1-2 минуты, у тебя уходил час, и таких было тысячи, и ты еще с ними в личке это все обсуждал. Поэтому какие им мемы, да, то есть им рано торговать. Естественно, мы все равно рассматривали какие-то активности, но я, естественно, наблюдал за тем, как развивается... А как ты вот боролся в негативе, если все-таки подписчики залетели? Потому что были истории, типа как вот с Пикачу, например, вот этих. То есть они тоже и в личку мне писали тогда, давай там шиль нас, все такое. И потом, соответственно, они уходят, так сказать, в закат, и вот как бы комьюнити пришло и побрилось. Во-первых, комьюнити я подготавливал, даже вот мы участвовали тоже в этом ПЭКа, это был один из первых таких скамов жестких. Вот как они заходят, я тоже так же захожу, то есть на определенную сумму, я им объяснял и по 100 раз договорил, что любые инвестиции – это риски, ребята. Если мы с вами потеряем, то потеряем вместе и так далее. Заработаем вместе, что это риски и так далее. То есть это предупреждалось и до поста, и до АМА-сессии, допустим, да, с этим ПК. Это мы обсуждали в чате, потому что не такое уж большое количество еще аудитории было, это можно было как-то контролировать. И, конечно же, ну, когда ПК сделал то, что он сделал, да, заскамил по всех. По сути, он дрейнер, да, поставил, то есть кнопку, чтобы все свои токены отправились, так сказать, да, причем не стесняясь, да, то есть он выходил на АМА-сессии со многими, да, то есть там чуть ли там свое лицо не показывал, грубо говоря, да. Вот, я сделал возврат своему комьюнити очень многим. То есть те, кто понял и принял, понимал, что такое риски, то есть, да, вопросов с ними не было. Но те люди, которые действительно там, я не знаю, когда ты им говоришь, не надо вкладывать последние свои деньги, если у тебя есть там 5 тонн, ты можешь 1 тонн вложить, все, да, попробовать. А бывали те люди, которые вкладывали там бешеное количество денег, для них даже, да, в первую очередь. И, конечно, я сделал огромный возврат тогда. Ну, это грамотно. Да, потому что мне не столько нужно было, то, что они там, вот, ты взял там за рекламу, не за рекламу. Я, во-первых, сам вкладывал в этот же продукт, да, то есть я потерял и эти деньги, вот, и еще свои отдал комьюнити, чтобы урегулировать вопрос, потому что я считал, что на тот момент, особенно развитие, да, мне это было самому неприятно, что произошла такая ситуация, потому что я поверил этому человеку, да, мы с ним провели беседу, конференции и так далее, то есть он очень грамотно все сделал и получилось. Но вот как раз-таки главная проблема в тоне – это и скамы. То есть так как вот я работаю с комьюнити, да, и очень близко с ними, да, нахожусь 24/7, с главной проблемой, с которой мы сталкиваемся, это скам. А вот видишь ли ты какую-то от верхних структур тона и Telegram? Вот я, например, не наблюдаю, чтобы они прям зачищали с камеров и прочее. Вот ты тоже это не наблюдаешь? К сожалению, вот главная проблема в тоне, самое главное, вы привели огромное количество людей, новичков, но вы не позаботились о их безопасности никак. И, к сожалению, мы не видим, я не вижу, чтобы какая-то была борьба со скамом. То есть, допустим, я не знаю, какая-то серьезная верификация. Причем, смотрите, тон Raffles, да,
площадка, первая площадка, с которой познакомились люди, где выпускались мемы. Какие-то мемы прошли классно все, да, первые. Люди заработали, там потеряли, но это не было какого-то жесткого скама. Потом они стали брать все подряд. И это получается с поддержкой, да, от Tone Foundation. Поддерживается эта площадка, мы им верим. Саша Ноткоин, Тон, мы этому всему верим, конечно, мы бежим во все. Ну, как люди, да, рассуждают. Простой же народ, да? Ну да. Вот, в рынке ничего не понимают, они как рассуждают? Ой, Саша Ноткоин, Тон, Telegram, Тон Foundation, это все вместе, это одна команда, они хотят, чтобы мы заработали. Вот, ну, люди немного путаются, естественно. И, конечно же, они стали вкладывать деньги во все подряд. И, к сожалению, и к моему удивлению, если такая есть площадка, как Tone Raffles, почему они не позаботились, да, об этой безопасности? Почему они стали брать, лишь бы взять любого, без каких-то либо проверок, без каких-то либо гарантированных, я не знаю, сумм, да? Они просто брали всех подряд, кто им заплатит, тот и залистится. Неважно кто. И неважно, что произойдет с этим проектом. Они просто помогали листиться NFT-коллекциям, да, каким-то разным якобы доходным. Они помогали листиться разным мемам, которые просто обнулялись, да, ракпул и все, и до свидания. Вот с этим мы стали сталкиваться, поэтому мы старались туда не лезть, особенно после того, как получили определенный опыт с нескольких мемов и даже с приложений. То есть проблема пошла какая, что где люди, где хайп, туда приходят мошенники с камеры и так далее. Они, конечно, там есть деньги, нужно их отобрать у народа. Я вот общался как раз с Аленой из Tone Foundation, вот, и она говорила, что это децентрализация, поэтому мы как бы запустили песочницу, играйтесь. Вот такая позиция. Поэтому как бы не было защиты от скама и прочего. Вот, я считаю, немного это неверная позиция, потому что, ну, СНГ-комьюнити тут в первую очередь, оно ограниченное. И если ты привел его сразу все как бы сюда, то хоть как-то, ну, защитите. Там, например, если видите, что там Tone Raffles скамит, да, то сделайте официальное заявление, что там эта площадка скамит, там так-то и так-то по таким-то параметрам, не лезьте туда. Хотя бы официальное заявление. То есть таких не было. Я, ну, не видел таких заявлений. Я таких заявлений тоже не видел. И причем хотя бы сделать какие-то инструменты для борьбы. И это было бы с их стороны правильно, да, и честным перед людьми, которые пришли в блокчейн Тон, которые пришли в экосистему Телеграма, люди бы поняли. А сейчас просто складывается, ну, сложилось, да, впечатление, что как будто всем все по барабану. Но, опять же, поэтому появляются блогеры, да, как мы с тобой, авторы каналов, которые пытаемся объяснить, рассказать, да, какие ошибки не нужно совершать и так далее. Потому что я сейчас даже вот для приложений, мы рассматриваем, обозреваем в основном Web3 активности, приложения, игры, тапалки там, да, и так далее, где можно классно провести время, поучаствовать в какой-то игре, да, и получить определенный какой-то там дроп, да. Мы не ставим какие-то высокие ожидания, не все так, конечно, делают, но в любом случае. И, соответственно, какое бы ни было приложение, я всегда пишу: ребята, используем пустой кошелек. Вы можете подключать, как спрашивают, можно подключить к этому приложению, там, к Блуму или еще куда-то, Я говорю: ребят, у нас есть правило. Мы подключаем только пустой кошелек под дропы, а желательно под каждую игру свой отдельный кошелек, это вообще было бы классно. Вот. То есть мы уже такое правило, придерживаемся такому правилу. Определенный опыт ты уже получил с этих всех ханипотов, дрейнеров и так далее. Ну да, там еще Telegram, например, у кого нет премиума, реклама же высвечивается. Да. Я помню, вот дошло до такого, что там канал про Anon токен, Да, и в нем внизу дрейнер на Anon рекламируется. Прям как его пропустили, то есть как это вообще отслеживается, официальная реклама Telegram. И самое главное, что и я в том числе даже помню, что я пост по этому поводу делал, то есть скриншот такой, да, что, ребят, вот есть высвечивается такая реклама, и постоянно напоминаешь, что это не твоя реклама, это не реклама Анона, потому что очень многие попали, очень много людей побрили. А потому что, это же официальный канал Анона, и они думают, что это как бы следующий пост про Анон. То есть так вот получается. Да, вот тебе масс adoption. Пришли люди, которые ничего не понимают даже в простых вот этих вещах. И вот этим я и занимался 24/7, и занимаюсь до сих пор, где ты обучаешь людей. Да, сейчас люди стали намного опытнее, это круто, с ними стало интереснее намного общаться, да, они даже уже стали делиться интересными моментами, ты уже чему-то учишься у своего комьюнити. Вот. Но, как я говорил, у нас нету глупых вопросов. Глупый вопрос тот, который не был задан. Вот и все. То есть вот такой политики, атмосферы мы придерживаемся, и поэтому я считаю, что мы большое количество людей сохранили от скама,
да, потому что происходит как? То есть проблема не только, где есть ханипот, где выходит какая-то монета, которая растет, ты ее можешь купить, но продать не можешь, да. Не только ракпул, когда ты заходишь в какой-то мемкоин, и туда набивается много народу, свечка летит вверх, и фаундер проекта просто выводит всю ликвидность или полностью в стакан проливает большее количество сапплая и исчезает, да, но и такие же, как NFT, да. Опять же, NFT прям подстроены чисто под людей, которые не из крипты. Ты Да. выиграл, ты победил, забери свои $1000. То есть человек, который... Ты вчера не знал, что такое Telegram, ты вчера зарегистрировался, и тут же тебе приз $5000, заходи, получай, но только самое главное, подключи кошелек, где у тебя есть тонны. Да, ты и подключаешь сразу туда кошелек, и он просто выводит у тебя все, и человек не понимает, что произошло. Этим вещам нужно было людей тоже обучать. Вот этим мы и занимаемся. Да, вот тут еще замечу, что вот на этом старте из-за того, что не было такой защиты от скама, многие люди же заложили в эти мемы и прочие деньги, и эта ликвидность, которая была вынута, и она ушла и заморозилась. То Верно, есть, да. если бы, допустим, как-то пресекли немного позицию, то меньше бы процент ликвидности заморозился, и он бы сейчас пригодился, потому что Конечно, сейчас есть конечно. проблема ликвидности в тоне. Это прям, ну, я прям вижу. Да, А, да, да. А как вот у тебя проходит день? То есть у тебя канал довольно большой уже, там Мгм. сколько? 3 миллиона подписчиков Да-да-да. сейчас набралось. Это со всех приложений, видимо, тебе, Да, тебе да, насыпали все, трафик отовсюду. да, Вот все он хотят со мной сотрудничать, коллаборацию, бешено да. вырос. Вот. И как ты за этим всем следишь? Вот как твой день проходит? Ну, все как обычно. В принципе, ничего не поменялось практически вот, да, с момента, как я только открыл канал. То есть ты просыпаешься, первым делом ты заходишь в чат, смотришь, да, какие-то там, может быть, вопросы, ответы, нужно людям помочь, личка у тебя полностью забита. Но сейчас происходит следующим образом. То есть ты открываешь новости, да, изучаешь по проектам и так далее, для того, чтобы предоставить эту информацию своим подписчикам, да, чтобы они получили информацию и твое же мнение, да, первыми. Вот после этого ты заходишь в чат, общаешься с людьми, в личку и так далее. То есть как только я открыл свой канал, я практически, наверное, месяцев 6 просто спал по 2 часа. А у тебя Вот. есть помощники сейчас Сейчас, какие-то? наконец-таки, Админы? конечно, да, благодарю своих админов, потому что Мгм. это крутые ребята, это энтузиасты. То есть они просто пришли помочь от души, да, и помогают до сих пор. И, соответственно, да, канал я веду полностью сам, в чате мне помогают админы, но также я этих админов могу попросить, если вдруг по бытовым каким-то проблемам я не могу вести свой канал, там выложить какие-то интересные посты, они могут меня заменить. Ну, то есть у них есть доступ, они тоже делают Да, посты, там же сейчас в приложениях часто всякие комбо какие-то, да, во да, да, всех да, там да, надо их как-то да, да. То опубликовать, их есть, еще надо мгм. найти, то есть за всеми чатами отследить, там 100 приложений, у каждого свое комбо. Да, ну, мы даже делаем уже и отдельный канал с этими комбо, потому что их действительно становится очень много. И какие-то проекты, которые, допустим, вот листинг вот-вот сейчас, да, будет, где вот сейчас должен произойти листинг, я стараюсь обещать их, ну, да, как бы чаще, больше, и эти комбы даже тоже выкладывать. Но все равно есть отдельный канал, где все эти комбы, все эти активности. И, соответственно, да, я могу попросить админа, если вдруг я не могу в этот период выложить какую-то там, да, активность, прошу его, чтобы он мне помог. Вот, ну, а так в основном, конечно, занимаюсь полностью каналом сам, и люди мне говорят, это ты робот? Иногда мне кажется то, что да. Но действительно, у меня такой режим, я привык к этому режиму, то есть спать там 3-4 часа. 4 это вообще прям Прям нормально. выспался, да? Да, выспался. То есть первым делом я просто сразу же открываю, да, то есть я открываю глаза, сразу же открываю телефон, смотрю последние уведомления, последние новости, выкладываю посты, планирую какие-то посты, да, и уже дальше кофе и так далее, и погнал. Давай теперь поговорим о проектах, которые вот сейчас выходят. Мгм. То есть это самые популярные, наверное, Bloom, X-Empire. Мгм. Вот про них что можешь сказать? То есть зашел ли ты в Bloom с самого начала? Как это Да, у тебя да. происходило? В Bloom я зашел с самого начала. То есть я даже сразу записал крутой ролик по поводу Bloom, да, то, что это интересный новый проект, да, скоро будет биржа, которую мы до сих пор ждем, да. Вот. То есть мы участвуем и в Bloom, и вот X-Empire недавно залистился. Вот. И довольные есть, и не очень довольные есть, но это еще зависит от того, насколько, опять же, человек понимает, как работает рынок. То есть, если в целом, да, по поводу листинга сказать, наверное, что человек должен понимать, то, что когда тебе проект раздает 75-80% сапплая, и он держится на руках тех людей, которые хотят в этот же день побежать продать, Ну и что да. люди делают? Они сначала получают эти деньги,
да, допустим, эту крипту, бегут все вместе сначала с криком ором «Ура! Листинг!», бьют по стакану, потом возвращаются в чаты во все и говорят, что их побрили. И что это все скам. Они не понимают, почему, когда ты 80% supply в стакан кидаешь, почему цена падает, а не летит на Луну. Да, то есть вот такая проблема есть. Вот. Ну, по поводу Блума, XMPR, мы в них участвуем и в других проектах тоже. Ну, а ты видишь такую тенденцию, что все время любят все затянуть, потому что внутри как бы приложение зарабатывают за счет перепродажи интеграций, Да. вот, и, соответственно, им даже невыгодно. То есть, если там посмотреть на статистику, да даже тот же Notcoin, если сейчас посмотришь, цена как бы укатывается, и он как будто ни зачем не нужен. То есть, непонятно, чем там Саша Notcoin занимается и что будет дальше, да, то есть, они планируют ланчпад, это так же, как и в Блуме мемпад. И я вот вижу для себя, что, ну, а зачем столько на тоне мемпадов, ланчпадов, если нет столько ликвидности для торговли на дексах? То есть, если сейчас ты откроешь DEX, топовые жетоны возьмешь, там, Да, да. Notcoin, DOX, все вот, кто выходили, ты прям видишь, что там продавцов типа 90%, покупателей там, может, 1-2 человека, кто-то что-то купит. То, что на централизованных биржах, это там объем рисует маркетмейкер. Это он там может рисовать что угодно объемы. Вот. А вот именно на дексах, когда вживую смотришь, кажется, что все, которые выходят в приложение, даже топовые, они дальше никому не нужны после этапа, когда залистились, и уходим. Вот то же самое там с хомяком сейчас происходит. Кстати, как вот хомяк? Ты участвовал? Да, мы участвовали в Hamster Combat, но каких-то огромных ожиданий мы там не ставили, естественно. Смотря с какой стороны посмотреть, да? Ну, предположим, даже если там они заявляли там больше 300 миллионов, ну, допустим, 150 миллионов людей участвовало, и даже если каждому по $1 дали, то это 150 миллионов долларов, правильно, уже раздали. И я считаю, что нельзя назвать его, да, жадным или каким-то, все-таки 150 миллионов долларов раздали. Вот, понятное дело, тоже сожрало наше время, раздал людям очень мало. Опять же, да, непонятно, как он там что высчитывал, придумал какие-то ачивки, все это оттягивал, заработал кучу денег. Естественно, да, люди, конечно, расстроены этим хомяком и считали, что если хомяк не раздаст, то всем остальным играм будет конец. Ну, соответственно... Ну, в принципе, мы примерно так и наблюдаем, что каждая следующая игра, которая сейчас выходит, она вся идет в стакан, и курс укатывается. Даже если вот первое давление выдержано, идет памп, то потом все равно проходит время, так как и с ноткоином, и с доксом было, что проходит время, и просто постепенно в стакан как бы разгружается, и цена падает, падает и падает. И как бы нет применения дальше этим токенам, непонятно, зачем они в принципе нужны, команды никак не объясняют, и больше это похоже, что команды на этом сами зарабатывают, у них же тоже большой supply, они откупили, он у них есть на руках. Ну да. Вот. А люди как бы, вот сколько нужно итераций для людей, чтобы они поняли, что больше не стоит тратить время? Я могу так сказать, что по поводу применения, да, токенов. Понятное дело, что это все мемы, да, и мы должны понимать то, что и прошлый рынок, да, то есть мемы очень занимали весомую часть этого рынка, и я считаю то, что и сейчас, особенно когда такой масс adoption, много людей пришло, и мемы будут продолжать этот тренд, и, возможно, они будут первыми, да, кто как раз-таки и будет, да, на альтсезоне взрываться первыми там и так далее. Вот, потому что людям, они не хотят разбираться в этом фундаментале. Они не хотят изучать, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, как это все работает, зачем нужны эти все утилити применения. То есть даже если посмотреть там на Notcoin, Bloom, XMPire, там, я не знаю, PocketFi и много-много-много разных приложений, то есть они для своих токенов стараются действительно сделать utility, да? Чтобы было хоть какое-то применение. Людям это не важно. Они не хотят это. Им интересно, вот, все ты получил, все, что там взлетело, я заработал, и все. И на мемах то же самое. Просто сейчас мы это получаем через какие-то игры и приложения, да, получаем свой мем, и многим не важно, какой там будет утилити. Вот. То же самое, что ты пошел, просто мем купил, там, да, либо побрился, либо заработал свои иксы. Что касаемо то, что приложения оттягивают, зарабатывают деньги, да, так и есть. Многие приложения просто оттягивают и зарабатывают деньги, и жрут наше время, и потом просто не дают ничего, даже до такой степени, да. Вот есть у нас, кстати, пример TapSwap. Да, TapSwap. Он вышел вместе с Notcoin. Сколько уже прошло времени? То они заявляли то, что это Solana, да, теперь они на тоне. Вот. Самое главное, что где-то даже Notcoin их упоминал, помнишь, на картинке там был TapSwap. И, кстати говоря, когда они эту картинку выпустили, у нас была надежда, что вот-вот,
до сих пор оттягивают. Они же еще делают эти транзакции, типа 1 тонн удвоения, вот это, еще собирают Да, как бы да. донаты внутри. Все это время. Ты Да. представляешь, уже 10 месяцев там, или 9, или там 8, я не знаю, собирать эти донаты. Я не представляю, какой должен быть тогда листинг и сколько они должны раздать, потому что там денег уже, наверное, немерено. Мы это не считаем. Но, опять же, надежда умирает последней. Многие забросили этот TapSwap, как только он проснется, мы опять туда зайдем, да, люди туда заходят. Пожиратели времени. И я также не ставлю каких-то высоких ожиданий на такие игрушки. Но, опять же, посмотри, да, тенденция какая была. Допустим, вышел ноткоин, раздал много всем денег, все обрадовались. Потом выходит, потом люди наталкиваются, помимо приложений, на скамы, их бреют, отбирают деньги. Потом они участвуют в сотне в этих играх, приложениях. Опять же, да, где-то разочаровываются, уходят с рынка, но появляется какой-нибудь там DOX, где тебе не надо было тратить много времени, нажать одну кнопку, он тебе опять раздает много денег, а ты не принимал, допустим, в нем участие с самого начала, да, не создавал себе сотни аккаунтов, и ты понимаешь, какой же я был дурак, надо опять во все 100 игр заходить, не разобравшись в них. Вот как это происходит, и я думаю, что это будет происходить еще очень долго, когда... Ну, это психология. По сути, это рынок, да, так он и работает. Ты что-то купил, оно упало, ты продал, оно взлетело, то же самое. Ты играл, получил, потом не стал играть, там, или опять, наоборот, стал играть там в сотни, да, ничего не получаешь, разочаровываешься. Вот. Как долго это будет продолжаться? Я думаю так, каждый год есть новый тренд. И, соответственно, будет 25-й год, будет новый тренд, либо этот тренд просто превратится в что-то новое. То есть приложения, они также будут развиваться, становиться круче, будут круче эти игры, более полезные приложения будут создаваться именно для использования людьми в бытовом, да, виде. Ну, допустим, заказать какой-то товар, заказать пиццу, такси, я не знаю, да, то есть в любом случае приложениями-то будут пользоваться. Не, я вижу, что, например, приложения будут появляться в мини-аппах, то есть это новые приложения, но это как классический Web 2. Да. А классический Web 2, им, по сути, то он не нужен. То есть есть Stars, есть как бы внутренние покупки, Да-да. можно прикрутить любую оплату там картами, еще чем угодно. Вот. И, по сути, ну, там есть проблемы с регуляцией по Да, крипте, соответственно, да. в любой момент могут отрубить этот рубильник тон. Как бы Telegram остается, Старсы, приложения, мини-аппы, как все остается как такой супер-ап, как аналог современный там ВКонтакте, Facebook, у них же тоже есть приложение, Ну да, тоже да. все есть внутри. Вот. А мы просто там криптоны переключатся на что-то другое. На что-то новое. Вот. А здесь как бы просто своя такая, свое болото останется, тон может как-нибудь там еще будет существовать. Вот как-то к этому, наверное, все идет. Потому что тон, ну, я не вижу в нем столько сейчас пока, ну, никакой ликвидности, то есть они как будто пытаются как бы на мир заявить, но и за счет того, что они метрики-то накрутили, а в реальности использования нет. Как бы те же там наверняка инвестора, Пантера Capital, они же не слепые, они заметят это. Ну, у нас надежда, то, что тон будет по 20. Тон. Да, тон по 20, биток по 100, да. Вот. Я думаю, то, что у тона все равно есть будущее, и они будут развиваться, люди будут приходить. Сейчас просто пришло СНГ, да, то есть не та ликвидность, то есть только в наших сообществах говорят о тоне, да, в чатах зарубежных, так скажем, американских чатах трейдеров, там о тоне практически даже никто ничего не говорит. А сейчас как раз там больше говорят о суперцикле мемов. Да. И вот как раз-таки, наверное, поэтому запускается на тоне очень много мемпадов. Ну да, но они пытаются повторить, хотят, чтобы перешли из Solana на тон торговать, но здесь я вижу такое наблюдение, что на Solana, допустим, запускается 10 тысяч мемов, из них там 10-20 так стреляют, что там такие бешеные проценты, люди это видят и пытаются найти такой же мем. Да, вот. верно. На тоне же, когда запускается там, ну, там даже не сотни, ну, 1000 мемов максимум там запустится, из них все 1000 укатываются. И тот, человек торгует там на той же Solana или эфире мемах, он смотрит, ага, здесь я вижу свечи, а на тоне я даже не вижу зеленых свечей, потому что лучшая реклама – это зеленые свечи. Верно. А на тоне такой рекламы нет. То есть пока нет. Пока не было таких нету, прецедентов. Да. То есть то, что там один раз ноткоин появился, это как бы надо поддерживать дальше. Он же потом укатался, как бы, и все про него, по сути, забывают. А сейчас вот этот идет суперцикл мемов. И вот здесь как раз хотел напомнить, что есть сервис AlphaDex. На нем вы можете зайти и найти мем, когда он только появился и уже прошел фильтрацию. Что подразумевает фильтрация? То, что это не ханипот, туда уже зашли киты,
То есть все это отслеживается, и вы можете прям в боте получить уведомления, какие мемы появились новые, и зайти на самой ранней стадии. Там есть в этом приложении много сетей, то есть и Тон, Solana, Эфир, BNB, то есть все сети там есть современные, и вы также можете там торговать и ставить лимитные ордера, то есть именно как на цексах. То есть вы можете указать, когда этот мем купить и продать, и забыть об этом. Ну и вам только за комиссию заплатить. Деньги принадлежат только вам, то есть кошелек никуда этот данные не передает, сохраняете сид-фразу, либо вы можете также создать внутри кошелек, он создаться только для вас, и вы можете видеть всю доходность, PNL, то есть все отображается, и можете так заработать, так сказать, свои 100 иксов, если удачно найдете нужный мем. Касательно мемов. Ты запускал мем на Троне. Да. У меня сразу возникает вопрос. Вопрос в том, что у тебя Тон комьюнити. Почему мем на Троне, а не на Тоне? Все очень просто. Как мы вот сейчас с тобой разговаривали, то, что стала ликвидность снижаться на Тоне, соответственно, стало немного скучно, да, людям. Соответственно, то там запускается какой-то, да, мемпад или еще что-то. И тут, конечно же, запускает Джастин Сан свой мемпад, да, Sunpump. Сразу же выходит несколько из СНГ, комьюнити выходит несколько, значит, мемов, которые успешно, скажем так, да, запускаются, проходит определенный цикл пути, да, достигают определенных целей, люди зарабатывают деньги и так далее. Мое комьюнити постоянно, да, у нас в чате просит, ну давай запустим свой токен, давай запустим. Они все уже хотят инвестировать, они хотят торговать, все. Я им объяснял, ребят, вы поймите, если мы будем запускать, это просто мем, это просто по фану, то есть он не имеет никакого утилити, да, то есть вы можете поиграться, он там на один день или на неделю, все будет зависеть только от вас. То есть зачем просто так его запускать, да? То есть если ты запускаешь какой-то токен, то он должен иметь какое-то утилити, да, какое-то применение, ну или как минимум, точнее как максимум он должен, да, давать какую-то пользу, допустим, тому блокчейну или той экосистеме, на которой ты его запускаешь. А все остальное, ну, это просто мем, который может прожить день, два, неделю, да, и не больше, да, то есть где люди, кто первый зашел, тот выиграл, да, вышел первый, зашел первый, вышел первый, все, ты победил. То есть если один человек заработал, значит, кто-то только что, допустим, потерял деньги. Вот. Я это долго объяснял комьюнити, то, что я не хочу ничего запускать, но пришел Sunpump, все увидели огромные иксы, давай запустим, давай запустим. Я их предупреждал о том, что есть риски, мы запустимся, пожалуйста, давайте играться, по фану запускаемся. Все, мы запустили на Троне только из-за того, что на Тоне просто мало ликвидности, да, и все видели вот эти какие-то ракпулы, скамы, было не очень интересно. Хотя, да, все верно, мы комьюнити Тона, и почему бы именно там, да, не запустить. Но простота запуска именно на Sunpump, да, то, что тебе не нужно было, да, разбираться с этими ликвидками, что там замораживать, в ликвидку добавлять, все, Sunpump, все легко, ты просто закинул TRX, нажал две кнопки, все, вот он произошел запуск, скинул ссылку своему комьюнити, и они покупают, продают, делают все, что хотят с этим токеном. То есть это буквально на запуск нужно было там пару минут, не более того. Единственный минус, то, что, понятное дело, все комьюнити привыкло, да, что у тебя TonKeeper, MyTonWallet, TonSpace, а тут нужно в какую-то, да, там, TRX все это переливаться. Но ничего, люди это сделали. Мы запустили этот токен, я получил колоссальный, огромный опыт, потому что, в принципе, его не было. И это я и объяснял комьюнити, говорю, ребят, у меня опыта нету в запуске, мы запускаем это все по фану. Да, имейте в виду то, что это высокорисковый актив, да, поэтому не надо вкладывать туда все свои деньги, вкладывайте только свободные и так далее. Но понятное дело то, что даже при этом условии не все будут довольны, не все. Потому что кто-то заработал, кто-то потерял и так далее. Единственное, что я гарантировал на тот момент, и почему люди стали вкладываться в мем и так смело им играться, да, покупать, продавать и так далее, потому что я им в лице себя гарантировал то, что не будет никаких ракпулов, ханипотов, я не буду разгружаться и так далее. И единственное, что я сделал, я проанализировал уже те запуски, которые были, и кто столкнулся с какими определенными проблемами. Но опять же, не лично, да, с кем-то лично пообщался, с кем-то не удалось лично пообщаться, но в любом случае я понял то, что если ты запускаешь токен и хочешь продолжить его судьбу, допустим, довести до какого-то CEX биржи или сделать, допустим, стейкинг какой-то, да, чтобы люди могли как-то это стейкать или получать какие-то реварды, награды и так далее, в любом случае тебе нужен какое-то определенное количество сапплая.
Ты не можешь просто запустить этот токен и отдать его людям, чтобы у тебя не было ничего. То есть если у тебя будет какой-то больший процент supply, значит, ты можешь сделать больше действий, совершить с этим токеном. Не в плане заработка, да, на этом токене, а, допустим, залистить его на бирже. Ты отдаешь какую-то часть supply биржам, платишь им определенные доллары, да, для того, чтобы они залистили твою монету. Если у тебя нет этого сапплая, то чтобы залистить, тебе нужно с рынка откупать эти токены. Соответственно, а если цена огромная, то сами понимаете. Поэтому что я сделал? Я выкупил при запуске сразу 30% сапплая, ну, чуть больше 30%. Все это полностью рассказал и открыто сказал людям о том, что зачем я это делаю, почему я это делаю и какие гарантии я им предоставляю. Все, люди стали заходить, покупать. Естественно, когда шум поднялся, так как меня уже знают во многих чатах, и эти чаты начали обсуждать, давайте зайдем, Эд запускает токен, сейчас мы там все взлетим. Соответственно, как и в любом криптомире, есть и снайперы, те, кто хочет, да, конечно, да, те, кто хочет быстро зайти, видит, о, классно, вот сейчас я наварюсь на этом, да, человеке, который, у него мало опыта, я сейчас к нему быстрее залечу и побрею комьюнити. То есть получилась какая ситуация? Ты честно запускаешь токен, у тебя нету мысли побрить свою комьюнити. То есть если они могут побрить только тебя, либо сами себя, все. То есть ты деньги не трогаешь, да, не трогаешь стакан, ты полностью им отдаешь, да, в их распоряжение. Естественно, ты столкнулся с этими снайперами. То есть я просто запускаю токен. То есть получается как? Ты подготовился, ты знаешь, что сейчас нужно запустить токен, выдать его комьюнити. То есть у меня уже пост подготовлен, где только нужно было вставить ссылку и нажать кнопочку. Я создаю токен. Я же не понимаю, да, как там все происходит. А что получается? Я до этого тестировал несколько токенов, запустил, просто посмотреть, что это такое, как это запускается. Я там заходил, допустим, на 100 TRX. А тут уже я немного прогрел аудиторию, что токен будет. Но никто не знал названия, никто не знал логотипа. Но я при этом захожу на 10 тысяч TRX, по-моему, да, где-то так. И, соответственно, уже всем снайперам приходит уведомление в специальные боты, что вот он новый токен, зашел с такой-то котлетой. И просто в моменте, то есть я вот так вот пост, грубо говоря, да, размещаю, и я уже вижу то, что идут покупки практически тогда. Вот, естественно, в тот момент, опять же, я постарался сделать каким образом? Я пригласил несколько человек, то есть 2 человека у меня было инвестора, которых я попросил для себя, да, чтобы они мне помогли просто чуть больше откупить сапплая в моменте, да, и до сих пор люди держат эти монеты, да, то есть не продают и так далее, то есть, да, я даже постепенно, потихоньку у них какой-то сапплай откупаю. Вот, все, мы запустились. И это все я прям выдавал и рассказывал на АМА-сессии, то есть ничего не скрывая. Естественно, мы быстро взлетели, потом началось определенное бритье, да, то есть мы долетали там до 2 миллионов капитализации, опускались до 180, многие люди ушли, кто-то там разочаровался, кто-то забрал свои иксы, кто-то не забрал свои иксы. Сейчас максимально токен держится только на крепких держателей на своем комьюнити. И со 180 тысяч капитализации мы поднимались до 800, до миллиона капитализации. Сейчас где-то в среднем 400-500. Ну, 300-400 капитализации держится. Основная проблема, которую вот я вижу в таких вот запусках, сложность передачи потом этого мема комьюнити. В принципе, это не сложно, потому что если ты можешь сжечь эти токены, да, допустим, если у тебя сапплая не будет, то получается это... Не, но он, допустим, очень часто бывает, что если инфлюенсер, допустим, рассказал, запустил, создал, говорит, все, это теперь токен ваш комьюнити, он укатывается, потому что он не поддерживается никем. То есть очень проблема такая дальше поддерживать, чтобы комьюнити само стало поддерживать. Из-за этого токен укатается, а потом как бы придут к тебе, потому что ты его запустил, и скажут, что это ты виноват. Все верно. Я поэтому никому не советую запускать токен. Вот, потому что это действительно тяжелая работа, и мало кто оценит твои труды. Да, то, что ты не спишь, то, что ты вкладываешь свои деньги, потому что своих денег я вложил очень много, да, потому что я действительно на тот момент, когда прям именно на старте я хотел сделать невозможное, да, и когда, допустим, эти снайпера и тот, кто успел взять хорошую котлету, он начал просто давить сильно на стакан тоже, да, пытался удержать эту цену и своими деньгами, и, соответственно, закупал определенное количество рекламы в этот момент. То есть потрачено, ну, допустим, там навскидку, допустим, там, я вложил своих $30 тысяч. Ну, никто об этом не знает.
И никто тебе спасибо за это не скажет, конечно. Вот, и потому что это не отображается как-то уже на графике. Да, сейчас я все равно, так как все обычные холдеры, я тоже поддерживаю его. То есть если где-то идет пролив, я определенный там процент от своего дохода, который у меня есть, даже который получаю с таплок, я покупаю панду. А ты дальше планируешь его как-то развивать с помощью приложений? Да, или вот, как? кстати, все думали, что на этом все закончилось, то есть все умерло, но панда не умерла, она живет. И мне предложили, да, один из, причем разработчиков, который был подписан на наш канал, в нашем чате, я с ним давно общаюсь, он мне предложил сделать игру для панды, где будет применяться панда, где люди смогут зарабатывать, да, определенный дроп. Не только, самым основным дропом будет не сам токен, потому что он уже запущен, поэтому нецелесообразно, да, делать, раздавать именно панду, потому что зачем нам пролив, да, на графике, если мы хотим роста либо определенной стабильности. Где будут распределяться определенные дропы, там в TRX, в USDT, возможно, даже в тоне, там, я не знаю, и так далее. Но в этой игре также будет применяться панда, также будет запущена второй утилити, это стейкинг. И как раз-таки вот этот, скажем, supply, который у меня есть, частично он идет на эти реварды, на стейкинги и так далее тоже. И я могу тебе сказать, что игра должна выйти крутой, потому что там будет применяться несколько разных механик интересных, где вообще в целом человеку будет интересно играть и проводить там время, да, то есть, там, я не знаю, там, прокачивать своего персонажа, да, достигать определенных целей, да, то есть в любом случае человек что-то, но получит. В каком плане? Не то, что он там играл, тратил свое время, вообще ничего не понял, да, зачем он там, да, он будет получать NFT, разные розыгрыши, то есть на всем пути, да, играя в эту игру, человек будет вовлечен либо в определенного своего персонажа, в его прокачку, либо для достижения определенного уровня, чтобы получить дроп, да, в том или ином количестве. Ну, я думаю, что это будет действительно интересно. И это, соответственно, привлечет игроков. Эти игроки будут обращать внимание как на твое комьюнити, так и на токен панда. А вот при создании приложений, то есть ты, по сути, становишься как кофаундером приложения ТМА в Telegram. С какими проблемами, может, ты сталкиваешься, там, общаетесь ли вы Stone Foundation там, или Stone Society вот с этими Нет. группировками всеми? Нет, мы опять же, да, для меня это первый опыт, да, поэтому мы сейчас, механики уже разработаны, сейчас на данный момент разрабатывается анимация, да, вот это все дело вместе складывается, дальше уже будут стресс-тесты, да, то есть сервера и так далее, и так далее, вот, это будет в ноябре, буквально, то есть уже скоро, вот, так что будем играть в панду, вот, теперь, да, будет у меня своя игра, у нашего комьюнити будет игра. Ну, то есть я максимально стараюсь выступать как медийное лицо данного вот этого токена, проекта и так далее. Я его никак не оставляю, я его поддерживаю медийно и, конечно же, поддерживаю деньгами также. А следишь ли ты за разработкой, то есть или это делегировал уже, там есть лид направления у тебя, который именно... Я постоянно, да, мы постоянно общаемся, то есть я вижу процесс в каком плане, то есть есть отчеты уже определенные там, да, инсайды, скриншоты, как это будет, что, то есть я в этом процессе участвую, но, конечно же, есть отдельные люди, которые занимаются конкретно разработкой, да, то есть это не один разработчик, вот. А ты инвестируешь в команду, то есть ты платишь им зарплату или они пока чисто на своем желании помогают? Значит, скажу так, я выступаю как медийное лицо, инфлюенсер, и есть инвестор, который сам непосредственно вкладывал в панду, да, является держателем, и у него же есть разработчики. То есть он уже этим тоже занимается. То есть на данный момент сейчас, скажем так, расход, да, все равно идет на разработчиков в любом случае. И от меня, и от инвестора. То есть все равно, конечно, платится зарплата людям, сейчас будем арендовать сервера и так далее. То есть у нас все только начинается. То есть расходы есть. Мы уже сейчас не говорим о доходах, мы больше говорим о популяризации, да, скажем так, там, комьюнити, этой игры, чтобы люди обратили внимание также на токен, да, чтобы они это все применяли, чтобы это было интересно. Но заработок все равно же будет, то есть это же как и любой бизнес, нужно просчитывать экономику, как вы будете зарабатывать, чтобы обеспечивать и сервера, и команду, это Естественно. же И все дропы, нужно. и дропы, конечно, Да. конечно. То есть это все вот прямо сейчас, да, Да, калькулятор, все это все просчитывается. Да, понятное дело, то, что это прирастает в бизнес, хотя, опять же, да, я говорю, запустил токен просто по фану, и многие, может быть, думают, что многие действительно, вот я смотрю сейчас по блогерам, да, многие запускают мемы,
И потом это заканчивается так: ой, ну вы сами друг другу побрили, у меня ничего не получилось, все, фиг с ним. Все, и токен умирает, 1-2 дня поигрались, и до свидания. Но, в принципе, если тебя просили, да, твои подписчики хотели поиграться в эту лутку, в это казино, они это получили, и все. Не все блогеры идут до какого-то определенного, до определенных каких-то целей дальше, да, там создать свое приложение, какое-то применение придумать, да, как-то там залиститься не на одной бирже, а на нескольких биржах. То есть не все блогеры готовы вкладывать в этот продукт дальше. Понятное дело то, что когда ты запускаешь какой-то токен, комьюнити токен, и они являются главными держателями, если комьюнити не интересен, ты когда-то станешь, то, соответственно, конечно, все может обнулиться. Но это не значит то, что ты должен там опустить руки и ничего не делать. То есть сейчас, скажем так, что на данный момент я не смотрю на график, да, то есть я каждый день там за ним вот так вот не наблюдаю, и мы не кричим: все, завтра реклама, пампим вверх, быстрее залетай на зеленые свечи, да, мы этим не занимаемся. Это должно быть уже как, ну, самим собой, то есть человек, допустим, играет в какую-то там игру, если он видит интерес к этому токену, он его приобретет, он его будет держать, он будет его использовать, да, соответственно, это все будет отражаться на графике, все. А заходил ли ты в фан? То есть, когда он Нет, стартовал, или... нет. Но следил наверняка, Да, потому что ты же конечно, панду конечно, сделал, конечно. по сути, как лекало. То есть, посмотрел, что такое возможно. Вот, там Руслан запускал токен. Я просто, когда наблюдал, он когда его запускал, Мгм. еще при капитализации где-то $100 000, а я на тот момент как бы этот бот еще не настроил, даже не... Я Не такой успел. смотрю, ну да, Руслан запускает, наверное, будет хорошо, но как бы я еще на трон не переключился. Ну Ну да-да. ладно. А потом смотрю, там улетает уже в космос, хотя как бы вот оно. То есть был, по сути, шанс зайти прям на самом старте. Ну, я пропустил этот момент. Честно, занимался всем другим. Я же говорю, то, что вот как раз-таки Инфан запустился, потом там еще, да, CryptoWolf там, да, запускал свой токен. У него чуть хуже, может быть, да, результат. Хотя нет, то есть он какие цели он себе поставил, он до них дошел. То есть он молодец тоже, считаю. То же самое, что и Руслан, да, то есть он запустил, достиг определенных целей и крутых, да, я считаю. Он молодец. Все, то есть люди, очень многие заработали, да, на этих проектах, и, естественно, они пришли там, да, и хотят в любую теперь уже монету инвестировать, потому что у них Ну есть да. деньги. Вот, ну, соответственно, со своей определенной хитростью, кстати говоря. То есть в какой есть еще смысл? Когда что-то запускается новое, и у людей нету какого-то опыта, они заходят там, допустим, на $100, получают несколько тысяч долларов и видят, как это все растет, и они хотят больше. Поэтому они находятся в активе дольше в этом. Когда они уже получили определенный опыт, и у них уже большие деньги, им не нужно много иксов. Они просто положили свои $10 000, забрали 2 икса, ушли. Поэтому очень многие проекты бреются, потому что приходят умные уже ребята, те, которые заработали деньги, и они думают: да, блин, ну кто там такой вот этот вот запускает мем, да? Вот так, у меня есть $10 000, так, у него большая аудитория, сейчас, короче, зайду, быстро 2 икса сниму и убегу. Соответственно, это все отражается на графике, то есть это так кажется, ну, подумаешь, он же на 10 зашел, 20 вывел, а это там такая свеча, да, прыгает, и ты не понимаешь, что происходит. А сам лично в мемы другие инвестируешь? Ну, не то, что инвестируешь, играешь. Ну, типа Да, играешься, то есть как на Солане или на Эфире, вот какие мы популярные. же пока в Пока тоне. Тони Трон, Да, то есть ты пока тон за трон. эту не выходишь, Нет, я не за выхожу за эту эту грань. грань, пока мне это не интересно. Вот, честно говоря, потому что большими активами я как бы не хочу рисковать, да, там играться и так далее. То есть, если у тебя есть какой-то твой портфель, ты его потихоньку собираешь, и он лежит себе до лучших времен, скажем так, да. Вот. А так пока играемся то, что быстро. У тебя есть тон, 2 кнопки, пожалуйста. Вот сейчас там Куб запускал, да, свой мемпад. Там вообще 1 тонн стоило запустить мем. Соответственно, было несколько... Кто первый зашел, да, там 1, 2, 3 мема удачно, да, но все равно закончилось тем, то, что они стали снижаться через какое-то время, а все остальные это просто там половина ракпул, да, устраивают, то есть бреют свою аудиторию там и так далее. Вот сейчас уже Графан вот на BNB запускалась. вообще не Заходил? понял, вообще даже не, и честно поучаствовал чисто от ход воллета, чтобы получить Мгм. эти монетки, не более того. Вообще не стал рассматривать почему-то это. Потому что, мне кажется, это как будто это приложение запустилось, в тот же день исчезло. То есть, по Да, очень ощущениям. странно. Причем ты понимаешь, что это же, да, на BNB, то есть там, да, Binance, как-то это все вместе связано, крутая площадка, должна быть огромная ликвидность. Она там, может быть, и присутствует, но люди расстроились, потому что они даже на первых мемах получили бритье.
Да, их побрили прям сразу. То есть, Сразу. И только из-за этого сразу же пошел негатив. То есть во всех чатах, ну ты это сам наблюдал, прогревалась аудитория, что все, это круто, это сейчас разорвет. Sunpump забудут, все вот эти площадки забудут, никому не нужно, потому что сейчас графан всех порвет. И я просто говорю, как оно есть. Я был рад, если бы у них это получилось, потому что я все равно, я даже также общаюсь с ребятами из команды Hot Wallet, да, тесно там, да, как-то. Потому что мы давно участвуем в этих проектах, мы их поддерживаем. Вот. Но, к сожалению, этот запуск разочаровал большее количество людей в чатах. И поэтому о нем особо никто не говорит. То есть в приват-чатах, в которых ты сидишь, это закончилось одним днем. То есть запуск, бритье, мы все поняли. Нам это не до свидания, До свидания, расходимся. Все. И вот сейчас я не вижу, чтобы о нем где-то прям громко кричали. А как думаешь, у Блума так же будет? Может быть, не так же. Потому то есть что... они же тоже запустят вот мемпад, когда там в один клик запускаешь токен. Вот давай так, Куб запустились, и в большинстве чатов и каналов начали шилить, да, то, что на Кубе запускается, и у многих что-то получилось, а здесь Блум, да, все-таки там аудитория побольше будет, чем в обычных каких-то небольших каналах. Поэтому я думаю, то, что как только Блум запустит свой мемпад, более того, то, что они же делали какие-то определенные конкурсы и розыгрыши, и очень много людей подавало заявки, чтобы первыми быть мемами на их площадке. И, насколько я понимаю, они будут стараться все-таки какую-то определенную верификацию, скажем так, делать, да, какой-то отбор. Ну да, первых он должен был запускаться еще вроде в сентябре, но ну да. они все оттянули. Август, сентябрь, октябрь. Ну, да, там... все переносно. В принципе, если они поставили себе цель, что полностью у них все запустится там до 2025 года, да, до конца этого года, у них время еще есть. И опять же, какой-то вывод делать по Блуму вот сейчас вообще не надо. Вот особенно дропы, которые он делает, это просто дропы. Это просто какой-то там приз, который ты получил, пока ты идешь до определенной своей точки. Да? Вот ты идешь по роудмапе, да, участвуешь в этом проекте, ты должен вот получить крутой продукт в конце. И поэтому те дропы, которые там раздаются... Но я прям вижу, отслеживаю, как разочарование растет и растет. Особенно вот последние вот Drops Docs. Сначала там критерии назвали, под них вроде все подошли, а никому особо не там 100 тысяч пользователей по факту. Сейчас они новые раздали всем, но раздали так, что ты должен 2 дня нон-стоп тыкать, чтобы получить $3. Да, но... И все пошло там прям поток негатива, я просто повсюду это вижу. Да, но это дроп-гейм, да, в Блуме. То есть, опять же, люди почему-то, когда изучают какой-то проект, они ничего не слышат, они просто говорят, так, вот я играл долго, да. Где мои деньги? Наверное, это тоже зависит, наверное, от инфлюенсеров, да, от авторов каналов и так далее, как они преподносят информацию людям, и создается вот это впечатление. То есть сами авторы каналов создали вот это впечатление, что вот оно, то, что мы ждали. А это просто какой-то очередной небольшой презент, дроп. Да, поучаствовал первые там, 100 тысяч человек. Потом Блум, Владимир молодец, да, задал вопросы, опросы, как вам лучше, да, на малое количество, но побольше, либо больше народу, но поменьше дропа. И все выбрали больше народу, да, а потом опять им что-то не понравилось. Понятное дело, что люди будут где-то недовольны и так далее. Я согласен, что лучше уж тогда ничего не запускать, чем второй был дроп, потому что это слишком мало, вот, а люди ожидали больше. Ну, то есть они все равно сами заявили, вот, все, мы сейчас сделаем. Но они еще просто подают, если в канал Bloom посмотреть, что мы раздаем щедрейший дроп, то есть у них такой посыл идет, а человек заходит, у него не складывается, то есть ему говорят щедрый дроп, он заходит, у него там копейки. Понятное дело то, что со стороны фаундеров они раздают большое количество долларов. Да. И человеку, простому пользователю, ему не важно. Он, опять же, люди не будут разбираться в фундаментале или в каких-то твоих проблемах. Их конкретно интересует, я потратил свое время, я должен заработать, и это честно, и это правильно. Вот, кстати говоря, я считаю, что на данный момент, вот после того, как мы пережили несколько листингов не очень успешных, да, где люди свои ожидания не оправдали, я считаю, что сейчас будут выигрывать те приложения, которые в течение всего пути, ну, допустим, месяц до листинга, и ты в течение всего пути можешь зарабатывать и выводить уже живые доллары. За определенные действия. Человек их конкретно знает, там, не знаю, пригласить друзей, заработал $1, там, подписался туда-то на какие-то каналы, еще что-то заработал, снял видеоролик, какой-то контент, неважно, есть у тебя подписчики или нет, ты просто выкладываешь это в ТикТок, ты получаешь там, допустим, 1 тонн, или 2 тонны, или 5. Вот эти приложения лучше всего. И я считаю, что разработчики, они сейчас должны это понять. Даже если в твоем приложении существуют донаты,
человек должен определенные критерии какие-то понимать, да, что если он не будет донатить, допустим, да, то он все равно получит свой дроп, да, в каком-то определенном количестве. А не так, да, ты там собирал то же самое. Потому что люди сейчас как разделились? Один говорит, ой, зачем я буду там кого-то приглашать, я просто задоначу $1000 и ничего делать не буду. А другой человек выполнял от А до Я все задания, и он получает меньше. Вот в чем разочарование, да, происходит. Поэтому я считаю, что им нужно приложением именно распределение дропа пересмотреть, в первую очередь, да, для пользователей. И, конечно же, по возможности поощрять людей в моменте. Конечно, не такими дропами, где он 1 цент зарабатывает, да, в доксах, ну, а где он действительно может вывести там тон. Потому что вот есть такие приложения, появляются, где просто за простое действие ты просто должен запустить это приложение, я не знаю, записать какое-то небольшое видео, прям так, просто с телефона, и, допустим, запустить у себя в Инстаграме или в ТикТоке. И тебе сразу же дадут 1-2 тонна. Это интересно. Да, такая механика. Еще, в принципе, вижу, что тренд идет на механизм рефшары. Это, то есть, Да, когда с рефералов приходит процент за платные действия, за старцы, там, и ты можешь практически сразу их выводить. То есть сейчас эти приложения только стартанули, и мы, как блогеры, пока еще не поняли, насколько нам там, будет ли это хорошо работать или нет. Но людей это тоже интересует, они заходят, потому что все равно позвали там друзей, у них какая-то да-да. сеточка образовалась, Мгм. им там немного с этого капнет, они уже будут радоваться еще там до дропа. Да-да-да. Вот. То А есть, этот дроп, возможно, его оттянут, или его вообще не будет. Вот. А да, игра будет дальше. Это вот мы люди даже... Durofrun, Мгм. Blink, вот этот Да-да-да. Nацфарм, то есть уже приложения, которые появляются, там уже внутри есть какие-то свои продукты еще будут дополнительные. Мгм. И, соответственно, процент там с продаж, он так или иначе будет капать. Либо просто менять в моменте, там, получать деньги за какие-то действия. К Ну этому да, я все считаю, идет. что в любом случае, да, вот, ну, вот прихожу к такому выводу, что люди обязательно должны что-то получать сразу, в моменте, не надо оттягивать это очень долго, да. Проекты могут зарабатывать на трафике, то, что они привлекают там рекламу и так далее, но они не должны забывать о том, за счет кого они стали такими большими. То есть поэтому по возможности поощрять людей нужно. Я не думаю, что там нужны миллионы сразу, да, там долларов каждый день людям раздавать. Нет, ну люди должны конкретные действия. Допустим, при совершении определенных действий ты уже получаешь награду. Это интересно. Да, там NFT ты получаешь, может быть, это NFT будет какой-то там доходный, там, я не знаю, еще что-то придумываете, да. Но интерес у людей потихоньку пропадает, особенно после, да, последних листингов. Хотя не все разочарованы. Не все разочарованы. Почему? Потому что люди начинают применять свои методы, создавать фермы, Мгм. изучать рынок, понимать, что, ага, сейчас будет листинг, там будет давление, сейчас укатают цену на дно, но цена-то отскакивает. Да, Да. то есть они уже, но это опять же у тех людей, у кого есть уже хоть $100, для того, чтобы можно было поиграться ими, да, приумножить их. И те люди, которые понимают вообще, что такое биржа, как это на ней купить, ордер как поставить, как закрыть эту позицию, как вывести и так далее. Не все это знают до сих пор. Вот в чем проблема. Поэтому люди разочаровываются. А как они пишут? Мы обычные работяги, нам ничего, а вам все, да? Да. Вот, и фаундерам все. Хотя они тоже могли. И, кстати говоря, знаешь, я тебе расскажу такой случай интересный. Вот вернусь практически назад, с самого начала. Как только вышел Hot Wallet, и я раздавал первую крипту, потому что я понял, что обучать людей вот так каждую, да, каждую пункт, это действительно сложно. Почему? Потому что у тебя еще за спиной там еще 1000 человек тебя ждет другими вопросами. Поэтому я в каком-то моменте где-то быстро раздавал крипту, бежал, записывал целый видеообзор с этой инструкцией и потом уже им скидывал. И когда был ноткоин, и нужно было заметить ваучеры людям, у них не было на комиссию тона. Ну, просто Мгм. нет, они не знают, как его, да. Естественно, были у меня видеоролики, обзоры, где как что купить, как что перевести. Вот, ну, и один школьник, как оказалось потом, вот он у меня так просто написал мне: Эдуард, извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь? У меня такая-то проблема, я школьник, у меня первые деньги, я вообще не знаю, как там это пользоваться. В общем, я ему дал там, я не знаю, там, ну, буквально там, я не знаю, ну, не буду врать, там, может быть, 1 тонн, может быть, 2 тонна, может быть, там 0,5 тонна, чтобы он за ваучеры, значит, заминтил и смог продать, заработать. Значит, в конечном итоге он с ноткоина вытащил почти $10 000. Ну, это прям потрясающе. После того, как я дал ему, значит, какой-то тон. Каким образом это сделал? Он понял. Значит, он договорился со мной, чтобы я дал... Ну, вообще, молодец. Он договорился со мной, чтобы я ему дал ему на комсу, оплатил. А с другим человеком договорился, то, что он будет ему предоставлять, допустим, там, ваучер.
И он создал там сотни аккаунтов, тапал их как-то там, я не знаю, как там он ими управлял, получал эти ваучеры, потом тут же перепродавал, зарабатывал, и он вытащил вот такое количество денег. Да, это новое поколение бизнесменов. Да, новое поколение бизнесменов, но суть в чем то, что действительно ты помог человеку, да, там, копейкой, а он превратил это в огромный капитал. Причем он где-то вытаскивал ваучер, где-то у него монеты скапливались, да, то есть и вот все вместе в итоге он получил огромную он вернул котлету. тебе потом комсу? Нет. Нет, ну и я даже уже давно, естественно, это не знаю где он, мы просто пару раз с ним там пересеклись, потом он мне показал свои достижения, я говорю, ну ты крутой, просто молодец. И он говорит, тебе огромное спасибо. А были люди, которым я там, допустим, советовал, говорю, слушай, ты творческий человек, тебе срочно нужно запускать канал, они запускали канал, и у них классно все получалось, они тоже мне благодарны. И вообще, в принципе, я рад, что я большему количеству людей помог. Да, вот на этом пути прийти в крипту. Меня именно вот это вдохновляет, мотивирует и радует просто там раздать крипту, да. Потому что сейчас вот как раз-таки по поводу дропов, ну, если, может быть, когда-нибудь зайдешь ко мне в чат, просто посмотришь, посмеешься, когда я делаю раздачу, люди пишут, блин, это раздал больше, чем там Хомяк, это раздал больше, чем X-Empire, да? И показываются через X-Rocket. Очень удобно. Да. Единственное, я не использую чеки, потому что мы понимаем, что по этой ссылке приходят боты и сжирают просто все. То есть ничего твоему комьюнити не достается, потому что боты просто забирают все эти чеки себе. Поэтому я стал использовать Fire или Send. То есть либо напрямую человеку перевожу, либо Fire, где по активности в чате в твоем он рандомно раскидывает крипту. А там это настройка какая-то есть, это Fire? Я просто именно Fire Ты берешь к своему чату, просто добавляешь бота X-Rocket и через команду плюс Fire указываешь количество и название токена, который ты хочешь раздать. У тебя, естественно, этот токен должен быть на балансе, и ты его просто раздаешь. И когда ты, допустим, запускаешь Fire, то он, допустим, определяет 10 активных юзеров и раскидывает им в равных долях то количество, которое ты скинул. То есть для меня там пойти раздать 100, 200, 300, там, $400 на комьюнити труда не составляет. Это круто, потому что люди... И я вижу же, что они пользуются там на комсу еще куда-то там, я не знаю, кто-то он там на туфли копит. Вот, и об этом говорит, что это мне туфли купил, да, записывали там песни интересные, да, там, эту сумку мне Эд купил, да, грубо говоря, вот. Ну, в общем, весело. Весело проводим время, не только в играх, но еще и в чате. Развиваемся. А какие у тебя планы на будущее? То есть вот сейчас вот понятно, Панду ты запустишь приложение, комьюнити дальше. Планируешь ли ты там развить дальше YouTube или там исследовать Solana или еще что-то? Да, ну то есть если что касаемо на будущее, да, то есть естественно сейчас я очень углубился опять в Telegram, да, то есть сначала у меня YouTube, потом я ушел в Telegram, на YouTube немножечко забил, естественно, люди просят быстрее выпускай видеообзоры. Сейчас я хочу вернуться обратно на YouTube, записывать обзоры по тем приложениям, которые мы участвуем, вообще по всей активности Web3, экосистемы Telegram, Тона, да, все, что здесь происходит, обозревать, ну и потихоньку переходить к обозреванию рынка, потому что люди, все равно этот тренд уйдет, люди захотят зарабатывать, познавать что-то новое, поэтому мы будем уходить и в другие блокчейны, почему нет, изучать их, по крайней мере, да, обозревать, на чем можно еще заработать, на каких активностях и так далее. То есть постепенно будем переходить туда. Конечно, не будет какого-то там глобального изучения теханализа, да, то есть нудного. Вот, все-таки человек должен понимать, что за пару недель ты не обучишься, и за один ролик тоже. Это надо купить книжечку, годик, другой, да, там посидеть. Но в любом случае будем постепенно, да, обозревать рынки. Какие-то там, буду, возможно, рассказывать про какие-то инвестиции, да, про свой там инвестиционный портфель. Все постепенно. Вот пришли к тебе новички, заработали свой первый $1, и самое главное, да, тезисы какие? Заработать, не потерять, да, и приумножить. То есть вот эти 3 пункта мы должны выполнить для того, чтобы перейти на новую стадию. Ну, как-то так. То есть дальше продвигаться в этом направлении, как автор крупного канала, вести свое комьюнити, обмениваться с ним опытом, чтобы там в дальнейшем не стали там крутыми инвесторами, да, и ты вместе с ними какие-то интересные вещи совершал. Почему нет? Ну, думаю, все получится. Спасибо большое. Классно все рассказал. Надеюсь, всем понравится. Да, спасибо, что пригласил.
Пишите в комментарии все, что думаете по всем темам, что мы рассказывали. Также пожелайте, так сказать, комьюнити типичного инвестора Да, спасибо. позитива в развитии, дальше, чтобы все развивалось, и дальше комьюнити существовало, не терялось. Подписывайтесь на канал Эдуарда, типичный инвестор, подписывайтесь на мой канал Криптогирба. Обязательно подписывайтесь, лайки, комментарии. Возможно, хочешь что-то еще сказать, там, за лучший комментарий какой-то, приз Да, или можем, что-нибудь такое? пожалуйста, можем прямо сейчас, вот опять же, без подготовки, Мгм. чтобы все понимали. Давай вместе сейчас с тобой что-то придумаем интересное. Лучший комментарий, который там наберет больше лайков, да, или ты рандомно выберешь, мы разыграем там, допустим, какое-то количество криптовалюты. Прямо сейчас можешь назвать, мы вместе с тобой, любую сумму мы с тобой разыгрываем. Ну, любую сумму, то есть, как бы, начнем как бы с малого, там, новички. Ну, давай разыграем 10 тонн. То есть Давай. 10 тонн за лучший Да, комментарий. 10 тонн за лучший комментарий, причем ты рандомно это все выберешь. И мы Ну, так- я выберу то, что по теме, то есть развернуто, то есть не то, что там просто написали точку. Давай и сделаем всё. 20 тонн. за 20 лучший- тонн. 20 Давай, тонн. 20 тонн. Всё. 20 тонн. Самый лучший. То есть постарайтесь за 20 тонн, то есть пишите комментарии, мы все прочитаем, обязательно выберем лучшие. Да. Спасибо.